Друзья, всем привет! Это канал Фактограф, и сегодня мы поговорим о животных, у которых сердце и мозг живут отдельно. Отдельно от самих животных, то есть у них эти органы отсутствуют. Звучит странно? Возможно. Но природа всегда умела удивлять нас своими необычными творениями, и сейчас мы познакомим вас с существами, которые ломают привычные представления о жизни. В этом видео мы покажем вам уникальных животных, у которых сердце и мозг полностью отсутствуют или выполняют свои функции совершенно иначе. Например, медузы, которые существуют уже миллионы лет и прекрасно чувствуют себя без сложных органов. Или удивительные морские звезды, которые могут восстанавливать утраченные части своего тела и продолжают жить даже при отсутствии жизненно важных частей организма. Приготовьтесь открыть для себя мир, где законы биологии работают по-другому. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые увлекательные выпуски. А теперь поехали! Впереди много интересного. Медуза. Медузы – удивительные создания, которые живут в морских водах по всему миру. По сравнению с человеком они довольно простые существа. В их теле не просто сердце и мозг живут отдельно. У них вовсе нет мозга и сердца, а также и других важных для многих живых существ органов. Например, кровеносных сосудов, сердца, легких и большинства других органов. Но как медузы без них выживают в океане и как они функционируют в своей среде обитания? Студенистое тело медузы состоит из зонтика, ротового отверстия, что ведет в разветвленный кишечник, и щупалец со стрекательными клетками, которыми она жалит жертв. У медузы нет легких и жабр, и вообще нет органов дыхания. Стенки тела и щупальцев настолько тонкие, что молекулы кислорода свободно проникают через желеобразную кожу и попадают напрямую во внутренние органы. Медуза дышит всей поверхностью своего тела. Однако, как медузы выживают без мозга? Они имеют простую нервную систему, которая состоит из нервных клеток, распределенных по всему их телу. Они используют эти нервные клетки для ориентирования в пространстве, а также для передвижения. Так, несмотря на отсутствие мозга в привычном понимании, медузы умеют различать вкусы, ощущать запахи, балансировать по течению, отличать свет от темноты. Отсутствие мозга медузам только на руку, ведь содержание такого сложного органа было бы им невыгодным. Мозг является одним из самых энергозатратных органов. Для его работы требуется постоянное питание и кислород, в то время как тело медуз состоит в основном из воды, а обмен веществ минимален. Гидра. Гидры – род пресноводных кишечно-полостых, которые обитают в реках с медленным течением и стоячих водоемах, прикрепляясь к водным растениям или грунту. Тело гидры – это мешок с двумя слоями клеток – эктодерма и энтодерма. Оно цилиндрической формы, на переднем конце тела на околоротовом конусе или гипостоме расположен рот, окруженный венчиком из 5-12 щупалец. У некоторых видов тело разделено на туловище и стебелек. На заднем конце тела расположена подошва, с ее помощью гидра передвигается и прикрепляется к чему-либо. Длина тела гидры составляет от 1 до 20 мм. Однако, несмотря на свои очень миниатюрные размеры, в ходе эволюции эти животные обзавелись нервной системой одними из первых. Зато не обзавелись мозгом и сердцем, но поверьте, они от этого не страдают. Наличие нервной системы позволяет гидре осуществлять простые рефлексы, и отсутствие центрального органа управления, то есть мозга, не играет никакой роли. Гидра реагирует на механическое раздражение, температуру, освещенность, наличие в воде химических веществ и на ряд других факторов внешней среды. Отсутствие сердца, как и кровеносной системы, вообще не проблема. Являясь простейшим многоклеточным организмом, гидра, как и медуза, дышит и транспортирует вещества всей поверхностью тела. Обмен веществ происходит через 2 слоя клеток, без участия специализированных органов кровообращения. Морская звезда. Морские звезды – это визитная карточка и символ океана. Они кардинально отличаются от других обитателей водных глубин. Эти существа имеют необычную анатомию, напоминающую нечто инопланетное. Еще бы. Ведь у морских звезд нет мозга, сердца, кровеносной системы и центральной нервной системы. Но при этом они способны ориентироваться в окружающей среде. Как же они это делают? Рассмотрим на примере обыкновенной морской звезды Астериас рубенс.
Вместо централизованного головного мозга ее нервная система представлена нервным кольцом и радиальными нервными тяжами, отходящими от центрального нервного кольца вдоль каждого луча. Нижняя сторона каждого луча морской звезды покрыта рядами трубчатых ножек, амбулакральных подий. Эта система и служит для движения, дыхания, выделения и осязания. Работают эти гибкие структуры за счет гидравлической системы. Вода перекачивается внутри тела, а на кончиках ножек выделяется клейкая слизь, позволяющая животному прикрепляться к самым разным поверхностям, от камней до стекла. Координация не требует центрального мозга, потому что каждая ножка сама регулирует силу сцепления и момент отрыва за счет локальной реакции каждой ножки на механическую нагрузку. Такая децентрализованная стратегия позволяет животным эффективно ориентироваться и двигаться в сложной среде без участия мозга. По сути, звезда думает телом. Ученые считают, что такая система дает звездам определенную устойчивость и даже способность регенерировать. Потерял луч – не беда, отрастет новый. Морские ежи всегда оказались простыми. Ни глаз, ни головы, ни центра управления. Ученые считали, что у них лишь примитивная нервная сеть, почти как у медуз. Но на первый взгляд простой колючий обитатель морского дна, оказывается, имеет очень интересную анатомию. Это подтвердило и исследование, опубликованное в Scientific Reports в 2025 году. Ученые выяснили, нейроны ежей связаны в единую сеть, пронизывающую все тело и выполняют функции, аналогичные мозгу позвоночных животных. Выходят, морские ежи имеют мозг во всем теле. Разветвленная нервная сеть охватывает все участки организма, а специализированные фоторецепторы на поверхности позволяют существу воспринимать свет. Это необычный пример животных, у которых функции мозга распределены по всему телу, они сосредоточены в одной центральной области. На практике это значит, что вместо централизованного мозга, как у человека или рыбы, у ежа каждая часть тела участвует в обработке сигналов. Животное способно реагировать на раздражители любым участком тела, превращая организм в своеобразную живую антенну. А вот сердца у морских ежей нет. Их тело также использует водно-сосудистую систему, похожую на систему морских звезд. Движение воды внутри их тела помогает переносить кислород и питательные вещества. Морской огурец или галатурия. Как вы думаете, морской огурец – животное или растение? Вроде бы растение, которое притворяется животным. Но не вводите себя в заблуждение. Название обманчиво. Морские огурцы – родственники морских звезд и ежей. Они также относятся к беспозвоночным животным из типа иглокожих. От морских звезд и ежей морские огурцы отличаются продолговатой, червеобразной, реже шаровидной формой и отсутствием выступающих шипов. Длина тела галатурии варьируется от 1 см до нескольких метров. Окраска большинства особей зеленая, коричневая или зеленоватая. В тропических широтах встречаются разноцветные виды. На одном конце тела находится рот, на другом – анальное отверстие. Рот окружают многочисленные щупальца, до 30 штук, различной формы, от простых трубчатых выростов до сложно разветвленных. Передвигаются галатурии очень медленно, ползая по дну. Как вы уже догадались, морские огурцы попали в наш топ-10, потому что у них отсутствует настоящий центральный мозг. Вместо него функционирует нервное кольцо, окружающее пищевод. От этого кольца отходят радиальные нервы вдоль тела, обеспечивающие базовые реакции – движение, питание и реакцию на прикосновение. Как и у всех представителей типа иглокожих, у морских огурцов также отсутствует сердце. Вместо сердца и замкнутой кровеносной системы у них есть амбулакральная система – уникальная сеть каналов, заполненная жидкостью. Криноидеи или морские лилии. Это красивое название носят стройные морские животные, действительно внешне напоминающие цветок. Это близкие родственники морских ежей, морских звезд, галатурий и других морских причудливых организмов. Как и у всех иглокожих, строение тела морских лилий пятилучевое. Только свои 5 лучиков они делят на части от 10 до 200. И получается вот такой немного визуально безумный спецэффект, плавающий по своим делам. Согласитесь, выглядит завораживающе. Однако в некотором смысле природа обделила морских лилий. У них отсутствует централизованный головной мозг и сердце. Вместо этого у них нервная система представлена кольцевым нервом и радиальными нервами, а циркуляция веществ
происходит через амбулакральную систему, уникальную сеть заполненных жидкостью каналов. Криноидеи получают питательные вещества и выводят отходы благодаря движению жидкости в этих каналах. Медицинская пиявка. Hirudo medicinalis. Медицинская пиявка – вид кольчатых червей из подкласса пиявок, наиболее часто применяемый в Европе с медицинскими целями. Паразит, питающийся кровью человека и животных, полезные свойства которого известны людям с древнейших времен. В диком виде медицинская пиявка встречается в Европе практически повсеместно, хотя ее численность во многих регионах сократилась из-за промышленного вылова в прошлом, осушения болот и загрязнения воды. И хотя медицинская пиявка используется в лечении на протяжении более 2000 лет, нас сейчас не интересует ее лечебные свойства, а ее анатомия. Знали ли вы, что в крошечной голове пиявки имеется 32 мозга? Вернее, то, что принято считать за мозг. Сейчас объясню. Нервная система пиявки состоит из головного мозга, надглоточного ганглия и брюшной нервной цепочки, включающей еще 32 ганглия, нервных узла, которые часто называют 32 мозгами. Они управляют локальными функциями и движениями, при этом головной мозг отвечает за поведение. Ганглии соединены нервными пучками, образуя сложное анатомическое строение. Каждый из 32 ганглиев функционирует как небольшой мозг, контролируя сегментные рефлексы и обеспечивает высокую гибкость тела. Такая сегментированная децентрализованная система позволяет пиявке эффективно двигаться и реагировать на стимулы. Удивительно. А еще у пиявок уникальная кровеносная система с 2 сердцами. Сердца представляют собой пульсирующие трубки, расположенные вдоль всего тела с каждой стороны. Эти трубчатые структуры перекачивают кровь по замкнутой системе, работая с разной частотой, что обеспечивает эффективное кровообращение. Дождевые черви. С самого раннего детства мы видим дождевых червей. Их можно заметить в саду, в огороде, при рыхлении почвы, после дождя на дорожках. На первый взгляд кажется, что они ничем не примечательные ребята. Отнюдь. Например, вы знали, что у червей не одно сердце, а 5? Точнее, у дождевого червя нет одного сердца в человеческом понимании. Вместо этого у него есть 5 сердцевидных структур, называемых кольцевыми сосудами, и этого им вполне достаточно. Ведь их сердца и кровеносная система значительно проще, чем у позвоночных, не требуют такого сложного насоса, как сердце. Передвижение крови по сосудам осуществляется за счет пульсации их стенок, а дыхание через богатую чувствительными клетками кожу, которая покрыта защитной слизью. Что касается мозга, то у дождевого червя его нет. Однако он обладает примитивной нервной системой. У него есть нервные узлы, соединенные в цепочку, распределенная система реакции. Что это значит? Червь он не думает, а реагирует. У него нет образов, воспоминаний и планов, нет целей, только сигналы. Нет выбора, только направленные реакции. Червь чувствует свет, вибрацию, сухость, давление. Если обстановка спокойна, он тоже спокоен. Если среда меняется, он прячется глубже в землю. Морские губки. Еще одни обитатели морских глубин, которые являются примитивными многоклеточными животными. У губок отсутствует нервная система, мозг, сердце, ткани и специализированные органы. Губки бывают похожи на тонкие пальцы, пузатые бочки, широкие ковры, элегантные веера и даже изящные хрустальные вазы. И это далеко не все возможные формы. Есть губки, которые меньше рисового зернышка, а есть губки, которые больше человека. Ученые считают, что некоторым губкам уже сотни лет. Но как же они могут жить без сердца, мозга и нервной системы? Их тело состоит из клеток, которые выполняют многие важные жизненные функции. Одни клетки работают как фильтр, захватывают пищу, переносят питательные вещества и удаляют отходы. Другие участвуют в создании скелета и тела губки. Некоторые клетки, если нужно, могут даже превращаться в клетки другого типа. Поэтому в случае с губками отсутствие сердца и мозга не беда. Все необходимые элементы внедрены на микроуровне. Абсолютно другой тип сложной системы. Другая клеточная материя, совершенно для нас непривычная. Плоские черви. Плоские черви обитают в соленых и пресных водоемах, реже на суше в сильно увлажненных местообитаниях. Самый характерный признак плоских червей отражен в их названии. Тело у них плоское, либо в форме листочка, либо в виде длинной тесьмы или ленты.
И если снаружи они выглядят интересно, то внутри они более чем простые. Их тело в основном представляет собой пласт мягкой соединительной ткани – паренхимы, внутри которой проходят каналы, составляющие пищеварительную, выделительную и половую системы червя. У плоских червей нет сердца и кровеносной системы. Вместо этого их плоское тело получает необходимый им кислород и выводит углекислый газ через кожу и ткани. У них также нет органов дыхания, ни крови, ни лимфы, ни какой-либо другой жидкости тела. Им просто достаточно плоскости их тел для обеспечения доступа кислорода к внутренним клеткам. Однако примитивный мозг у них все же есть. Он представляет собой скопление нервных клеток, парные узлы на переднем конце тела, от которых вдоль тела отходят нервные стволы, соединенные перемычками. Интересный факт. Так как плоские черви обладают высокой способностью к регенерации, то они могут и восстанавливать мозг. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. И не забудьте поделиться в комментариях, какое животное удивило вас сегодня больше всего.